В общем, пришел Паша. Вот он, попался он. Попался. Опять у тебя видео будет кривое потом на YouTube. Почему? Потому что на фронталку опять снимаешь. Да? И тогда ты на фронталку снимал, у тебя развернуто. В общем, Паша, а ну расскажи мне по поводу этой фигни. Расскажи мне, а то мне тут что-то рассказывают, что что-то там где-то отгниет, а? Как ты считаешь? Уже изолировано все будет. А? Как ты считаешь? Можно вообще верхнюю крышечку, по-моему, какую-нибудь снять и силиконом залить на глушняк. И вообще будет на века. Есть специальная фигня для контактов. Да, как желе, Американская можно, херня, вот ее наносишь. да. Лизуны, помнишь, в детстве были, которые там... Не знаю никаких лизунов в детстве. на стену, да, и кидали. Так, сейчас я вот это вот домотаю здесь. В общем, мы тут сиськи не мнем. Паша, а ну давай ближний, давай дальний. Так, ближний, дальний есть, ну поклацай. Ништяк. Заодно нашли этот сигнал. Сигнал заодно уже подключили. Случайно подключили сигнал. Да, случайно сигнал подключили, ближний, дальний есть. Теперь сейчас мы что делаем? Сейчас у нас тут заморочь, вывести блымалку на вот эту кнопку и воткнем этот, да? Габариты, да. Габариты. В общем, такая фигня. В общем, Паша курочит кнопку. Ой. Она здесь неправильная. Неправильная кнопка, она работает наоборот. Да, Паш? Да. То есть это неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Что, все высыпал? Что-то, блядь, да. Что-то пошло не так. В общем, эта хрень, она получается, что кнопка, она на разрыв работает, когда она вверху, а когда внизу разрыва нет. Ну, в общем, неправильно, наоборот, ее сейчас надо перехерячить. В общем, занимается, Паша сказал, туда он посвети, что мы занимаемся плюшевой херней. В общем, переделали мы кнопку. Переделали кнопку. Сейчас мы еще ее подпаяем. Паш, скажи, в чем проблема была этой кнопки? Но она работала неправильно. Она была постоянно замкнутая, размыкала. А нам надо наоборот. А ножки не было там. Пришлось переклепать ножку. В общем, вот так кнопка. Вот так ее перепаяли. То есть теперь она работает именно на разрыв. Вот так вот. Не, наоборот, на замыкание. На замыкание, да? Да. А так получается она работала на разрыв, да? Шляпа, блин. Китайская, блин. Китайская, да, какая китайская? Тут написано USA, блин. Вон. Америкосы. Все у них через жопу, блин. Так, вот теперь она, получается, должна у нас просто клацать, правильно? Да. И релюшка срабатывает, да? Да. А ну поклацай, я сейчас сниму, пойду. Посмотрим, блядь. Давай. Это вместо педали. А ну, пощелкай, по. Все ништяк. Так, что у нас дальше? Поехали. Что у нас? Габариты дальше. Габариты, да? Блин, дождь пошел, блин. Пашкин на руку, блядь. Я ему сказал, я ему сейчас зонтик выдам. Зор, блядь, давай рассказывай. Я не буду тебе в лицо рассказывать, что у меня. Смотри, у тебя вот реле габаритов это чисто на фары от кнопки работают. Ну. Помимо этого, блядь, у тебя идут по 5 контактам вот эти реле постоянно замкнутые. То есть получается, ты при включении кнопки реле, вот это габаритов, Ну. у тебя идет контакт. Где минус, блядь, взять? Что ты завис? Подожди, думаю. Надо пойти посмотреть, габариты горят или нет. Ну да, на улице. Подожди, а мы... Да, не так, все не так, блядь. Сейчас надо дальше думать. Что, Паша? Слышишь? Не варит уже. Ты мне скажи, а там мы разъединяем их в левый и правый? Нет, там не надо. У нас вот отсюда пойдет. Вот эти А, и отсюда вайбы. левый, правый, да.
То есть это получается только на передние фары. Так Да. а он вообще горит там или нет? Пойди Надо пос- пойти посмотреть. Бля, там дождь идет, Ну, бля. ему горит, наверное же. Ой, блин, сейчас, подожди. Бля, тут дождь херячит. А ну, включи. Ни хера тут не горит. Ни хера не горит, Паша. Ну ты вытаскивал Вот, вот это, предохранитель. Да. Сколько он ампер? Вон 30. Да ну слышишь, блин, ну поставь маленький. Вот тут же есть предохранители. Паша. Вот же, вот тут, Да вот. меньше, Да меньше. вот маленькие предохранители. Поставь там 7,5, что-нибудь. А почему она без предохранителя не работает? Ну, блин, наверное, да. И надо все это записать, Паш. Вот, да. Все, а ну подожди. Ну, клацай. Еще раз. Все. Ну, это сейчас у нас горит что? А, вот, а теперь все должно заработать у нас. Теперь следующий момент. Сейчас. У нас идет постоянно замкнутый. То есть у нас работают вот эти реле. Сейчас, блин. Ты же электрончик, или кто, блядь? Ты должен сделать так, что я на кнопку нажал и... Электроник. Электроник. Да. Вот, у нас врубается отсюда еще габарит. Это пойдут уже левая, правая сторона. И при включении поворотника, не тот, у тебя они будут моргать. То есть они будут гаснуть. И передние нет. Не, передний отдельно. Передний от этого реле, левый, правый уже пойдут от этого. Но это габариты. Короче, он будет работать на прерыв габарита. То есть у тебя габаритом ты будешь врубать поворот. Он будет просто гаснуть на время включения реле. А так он будет гореть. А так он будет гореть. Ну, соответственно, вот этот, подожди, с какого я взял? Не поймешь, блядь. Короче, это, а вот нижний. Паша, Ну, да, все правильно, нижний правый, вот правый поворот врубаешь, он моргает. Вот этот левый, этот правый. Паша, ну я тебе скажу так, очень интересно, ну ни хера непонятно. Все блин. работает. Все как и планировали. Меня в этот предохранитель, видишь, что-то ступор вел. Питания не было, ну какого хрена. Но при этом вот эти релюхи, они у тебя уже через отдельные два предохранителя вот эти идут. Слушай, ты мне все позаписывай, блин, Там потому, все записано. потому что Короче, с этим ты уже сам справишься, да, я думаю. Паша, прекрати! Ребята, он хочет свалить! Это дождь, погода такая. Слышишь, Паш, ну нахрен, давай... Ну давай крутить левый, правый и Ну. разводить дальше. Ну, И может чаю габариты. попьем, ну его баню, блядь. Там можно. В общем, очень все интересно, но ни хера непонятно, блядь. А, ну при том поворотники кабины у тебя от реле поворотов напрямую, а габариты уже будут жопные подмигивать от вот этих двух реле. То есть смотри, у меня получается, передние габариты, они отдельные. Отдельные. Да. Чисто передние. Да. А жопные, Жопные. Они уже будут работать как повороты. То есть ты врубаешь габариты, они у тебя горят, но ну, при включении поворота они будут подмигивать. я понял. То есть ты не стал мне делать, чтобы у меня и фары моргали. так, Не, с можно, одной можно стороны, делать. с другой. Ну а потом с поворотами. Ну а повороты отдельно можно подтягивать. У тебя геморрой только на голове, ну вот на стопаках головы. С ними надо будет, я не знаю. Что-нибудь придумаем еще. Ну пока так. Как, где? Ой. В общем, ребята, проводка редеет, ее становится все меньше, меньше. И в конечном итоге должно остаться несколько проводов. Да. В общем, очень интересно, но ничего не понятно. Она моргает, блядь. Подожди. Еще раз, что мы Ну делаем? вот врубаем, блядь, просто. Давай, вот, давай заново. Смотри. Смотри, у тебя есть отдельно повороты. Ну, как провод плюсовой, который при включении, он врубает, блядь, этот, именно поворот. А тут сейчас не горит. Это провод на габариты, блядь, на твои американские. Просто ты врубаешь габарит, он просто горит. Врубаешь поворот, он начинает моргать. То есть это рожки, там, хуёшки, что там подключают на это. Подожди, ну а если получается не будет включен Если не будет включен габарит, он не горит и не моргает. То есть это вот именно прерыватель габаритов. Вот эти реле. А отдельно поворот. Подожди, а если аварийка, блядь, нужна будет? Она же не будет, В блядь? смысле? У тебя аварийка отдельно от поворотов. У тебя есть, блин, другой плюс надо.
Ну, у тебя есть этот просто поворотники, от которых аварийка запитана, блядь. Если будут габариты, она будет моргать с габаритами аварийка твоя. То есть она работает от реле, пофигу. Ну, должны быть включены габариты при Но этом. при этом, да. Но у тебя отдельно также есть выходы, которые чисто на поворотнике, левый, правый. То есть, если лампочка из нулевого положения, вот где она есть. Сейчас не дотянется. Так, где у нас минус, плюс, блин? Ну вот, например, да? Если просто повороты, блин. Просто повороты. Не ебанем. Она из нулевого положения горит, независимо от включения габаритов. Это чисто выход поворота. Ну, так а на жопе тогда как мы, получается, тянуть будем? На жопу будем вот так вот габариты тянуть. Вот эти. Вот эти, да. Они будут у тебя прерывать. Они как и поворотники будут, и как габариты. Ну круто, а-ля Америка. Плохого ж в этом ничего нет. А, ну то есть получается, в принципе... А вот это, вот с этого провода пойдет еще вот где одинокий, вот запараллеленный, который напрямую от этого реле, там подсветка номера и всякая ерунда, Ну. которая постоянно габариты должны гореть. Это другой пойдет. Это да, ну это вот эта релюха, которая, ну, прямая, которая управляет вот этими релюхами. То есть получается, при габарите загорятся подсветка номера. Да, да. Ты просто врубаешь габарит, она у тебя не моргает, ничего. Вот это постоянное реле Ну. габаритов, которое постоянно горит. Ну, А это реле, которое прерывается. что, нагрелось? Нет, да, блин, это глупый. А ну. Да нет. Она не может греться. Чего она греться, блин? В общем, ничего не понятно мне пока. Ну, в общем, Всё нормально, блин. Что-то табуретка у тебя. А это ебаная диодная лампа. Слышишь? Сраная, блядь. Подставь обычную-то, где плюс-минус. я понял. А ну, еще раз, я, наверное, не записывал. А ну, включи. Поворот. Это задний. Ну, похер какой. Ну. Ну, задний, передний тоже работает. Ну, Напрямую от поворота. Габарит. Ну, естественно, его не видно, блин. Ну, у тебя, видишь, подсвечен. ну. Сейчас вот горит габарит Да, и работает поворот, да? да. Так, а если мы выключаем габарит, то тоже работает поворот, да? Да? Паша, ты гений. Паша, гений. Я не знаю, я не электрик, блядь. Смотри. Ну, типа, схема такая. Вот мы просто нажимаем на стоп. Вот эта кнопка стопа, ты плюс подаешь сюда. При этом ты врубаешь, что, поворотник? Это у нас поворотник. Нихуя не происходит. Оно должно размыкаться. Не погоди, при включенном повороте. Не ту пальто. Все, ребята, Паша уехал. В общем, все подсоединили. Габариты по морде. Значит, ближний свет, дальний свет, маргалку, там всю фигню поподсоединяли. Вот. Значит, вывели сюда на вот эту. Он моргает. Свет. Ближний. Он горит. Ну, не знаю, его видно, не видно. Дальний. Ближний, дальний. Все работает. Вот, все ништяк. Завтра, я думаю, Пашка придет. Еще надо релюшек докупить. Не хватает релюшек. Все, и будем уже передвигаться на заднюю часть. И уже всю эту фигню делать. В общем, все нормально. Паша свалил с такой головой, блин. В общем, все ништяк. Завтра будем продолжать.